В далекой пустынной стране, где золото и власть решали судьбы, жил богатый и уважаемый человек, шейх Наиль ибн Рахим. Его слово значило больше, чем закон, и каждый мечтал попасть в его благосклонность. Но он был одинок. Несмотря на богатство и силу, сердце его оставалось пустым. Женщины, которых ему предлагали, были красивы, воспитаны, ослепительно ухожены. Но ни одна не задерживала его взгляд дольше минуты. Он видел в них лишь маски. В то же время в одном из северных городов, вдали от дворцов и шелковых шатров, жила девушка по имени Лина. Она родилась в семье, где внешность значила больше, чем душа. Ее сестры были красавицами, тонкие, нежные, словно фарфоровые куклы. Лину же с детства дразнили уродливой. Ее кожа была смуглее, черты лица резче, а глаза слишком большие и темные, будто прятали в себе что-то дикое. Когда до города дошла весть, что шейх ищет невесту, богатые семьи начали посылать ему портреты своих дочерей, соревнуясь в красоте и нарядах. Отец Лины, человек язвительный и тщеславный, в шутку сказал гостям: «Отправим и нашу Лину, пусть хоть кто-то посмеется». Слуги сделали грубый набросок ее портрета, не стараясь, и отправили вместе с остальными. Никто не ожидал, что именно этот рисунок привлечет внимание шейха. Наиль долго рассматривал глаза девушки на пожелтевшей бумаге. В них не было страха, жеманства или желания понравиться. Было что-то другое, тихая сила. Он приказал привести ее ко дворцу. Когда Лина прибыла, служанки хихикали, а придворные прятали улыбки. Она была одета скромно, не знала, как держаться в окружении богатства и выглядела потерянной. Но когда Наиль увидел ее, он замер. Все вокруг будто стихло. Она не пыталась быть кем-то другим, не скрывала смущения. И в этом, в ее честности, в спокойствии, в искреннем взгляде, было больше красоты, чем в сотнях безупречных лиц, что он видел раньше. Прошли дни. Лина не старалась угодить шейху, не искала внимания. Она просто жила, заботилась о животных во дворе, говорила с прислугой, читала книги в саду. Ее смех был редким, но живым. Шейх все чаще наблюдал за ней издалека. В ней было то, чего он не мог купить. Чистота и простота, словно дыхание пустыни на рассвете. Со временем он понял, что впервые в жизни ждет утра, чтобы просто увидеть, как она идет по аллее. И когда однажды Лина тихо подошла к нему и сказала: «Вы не должны были выбирать меня», он ответил: «Но только с тобой я почувствовал, что живу». Весь двор был поражен. Они ожидали, что шейх прогонит странную девушку, ставшую предметом шуток, но он объявил ее своей женой. Лина не стала украшением его гарема, она стала его светом. Люди долго пересказывали эту историю, каждый добавляя свое. Одни говорили, что шейха околдовали, другие, что он сошел с ума. Но те, кто видел их вместе, знали правду. Впервые в сердце человека, привыкшего к блеску золота, зажегся настоящий огонь. И тот, кто когда-то смеялся над уродливой дочерью, теперь молчал, потому что понял: красота не в лице, а в силе души, которая способна растопить даже холод пустыни.